Всем привет, это канал Илон Маск и юбилейный дайджест номер 250. В этом выпуске взлом ключ-карты Tesla, поправки к орбитальному полету Starship и победа Илона над Твиттером, но это не точно. Начнем с Tesla. Исследователь безопасности обнаружил уязвимость в доступе к ключ-карте Tesla NFC. Уязвимость позволяет кому-то добавить свою собственную ключ-карту, пока пользователь спокойно пьет свой кофе, беспечно насвистывая. Прошлогоднее обновление убрало необходимость помещать ключ-карту на центральную консоль. Теперь у водителя есть чуть более 2 минут, чтобы включить передачу и уехать. Но есть и обратная сторона медали. Ограничение по времени дает возможность добавлять новые ключи. Вору нужно всего лишь находиться в радиусе действия автомобиля и начать обмен некоторыми пакетами с автомобилем после разблокировки. Карта воришки добавится в список авторизованных, вот тебе и угон. Защитить себя от этой уязвимости можно, добавив пин-код. Тогда угнать автомобиль вор не сможет, но доступ в салон все равно получит. Представьте себе, что садитесь в машину, а там сиденье отодвинуто и внезапно начинает мощно наваливать Витя АК-47. Кошмарная ситуация, страшно даже думать про такое. Пока новый 6000-тонный гигапресс движется к Гига-Берлин, Tesla готовится к возвращению радара в автомобиле. Tesla убрала радар из новых автомобилей еще в мае 2021-го. Прошло чуть больше года, и теперь Tesla зарегистрировала новый радар высокого разрешения в Федеральной комиссии по связи. В документах не указано предполагаемое использование новых радаров, но они могут стать частью еще не выпущенного железа версии 4.0. Радары получили более высокое разрешение и частоту кадров. По словам Илона Маска, только такой радар имеет хоть какой-то смысл. Считается, что Tesla представит компьютер следующего поколения с запуском Cybertruck. Судя по намекам в исходном коде, он будет значительно отличаться от своего предшественника. Кстати, посмотрите, какой у прототипа Cybertruck салон симпатичный, не хватает только ручки коробки передач с розочкой. Шутка. И еще одна подготовка к обновлению компьютера FSD. Подразделение Samsung по производству электронных компонентов выиграло тендер на поставку новых модулей камер для Tesla. Сумма сделки составит от 3 до 4 миллиардов долларов. Samsung будет поставлять 80% модулей для всех моделей Tesla, включая Semi и Cybertruck. Остальные 20% обеспечит LG Innotech. Разрешение новых модулей составит 5 мегапикселей. Для сравнения, сейчас машины получают сенсоры с разрешением 1,2 мегапикселя. Массовое производство модулей начнется в июле. От технических деталей к нашим любимым судебным искам. Tesla переходит в наступление после иска Калифорнийского департамента справедливого трудоустройства и жилья. Департамент обвинял Tesla в расовой дискриминации цветных работников на заводе во Фримонте. Автопроизводитель не остался в долгу и обвиняет агентство в поспешном предъявлении исков предприятиям без проведения тщательного расследования. Tesla утверждает, что департамент ввел подпольные правила, которые обходят условия, необходимые для начала судебного разбирательства. Компания отрицает какие-либо правонарушения и заявляет, что иск ошибочен, ведь несмотря на почти 50 расследований, Tesla никогда не признавали виновными. Конечно, одно из другого не следует, но разумное зерно в этом аргументе определенно есть. Близится конец второго квартала, и, как обычно, Илон Маск много общается с сотрудниками. Во время общекорпоративного собрания Илон сказал, что Tesla все еще имеет относительно традиционный подход к обслуживанию автомобилей. Маску же хочется совершить революцию в обслуживании и сделать его в 10 раз лучше, чем в остальной индустрии. По данным Tesla, большинство из обращений можно выполнить в тот же день при условии наличия запчастей в сервисных центрах. Только вот наличие запчастей как раз и было слабым местом в сервисе Tesla. Илон говорит, что увеличение запасов запчастей – это часть плана, а сервисные центры станут крупнее и расширят специализацию. Кроме того, Маск сказал, что Tesla ищет место для нового завода. Среди возможных локаций – США, Канада и Мексика. Илон Маск похвалил команды заводов во Фримонте и Берлине за новые квартальные рекорды в еще одном письме сотрудникам. Несмотря на все сложности с Китаем, Tesla движется к новым победам. На заводе во Фримонте Tesla производит больше автомобилей, чем GM и Toyota, когда это здание принадлежало им. Но и это не предел. Илон Маск говорит, что производство может вырасти примерно на 50%. Так держать. К слову, на этой неделе Tesla отметила установку 35
тысяч суперчарджеров. Юбилейная станция находится в центре Тесла в Ухане. Как говорится, не короной единый город стремится к популярности. Даже забавно на этом фоне слышать новости о том, как китайская полиция на прошлой неделе запрещала движение автомобилей Тесла по дорогам провинции Сычуань. Запрет произошел после того, как провинцию посетил генеральный секретарь Коммунистической партии Китая и председатель Центральной военной комиссии Си Цзиньпинь. В китайском интернете ходят слухи, что Цзиньпинь считает Тесла иностранными машинами-шпионами. Ну что ж, приятно осознавать, что не только среди наших элит так популярна паранойя. И, наконец, акции, а точнее их сплит. Тесла объявила, что вынесет на голосование акционеров сплит акций в соотношении 3:1. Это означает, что если вы владеете одной акцией, то к вашему портфелю добавятся еще 2. Тесла отмечает, что цена акций выросла на 43% с момента последнего дробления, а снижение цены за акцию даст доступ к опционам на акции новым сотрудникам и розничным инвесторам. Если акции сохранят текущую цену к моменту дробления, то после сплита одну акцию можно будет купить где-то за $230. А что если курс рубля к доллару специально сейчас такой, чтобы у всех была возможность купить акции Тесла после дробления? Кажется, у нас появилась новая любимая теория заговора. Переходим к SpaceX. На прошедшей неделе SpaceX успешно запустила геостационарный коммуникационный спутник связи Nilesat-301 для Египта. Первая ступень успешно приземлилась на плавучую платформу в 7-й раз. В это время Starlink продолжает бороздить не только космос, но и океаны с небесами. Второй по величине оператор круизных лайнеров Royal Caribbean Group подаст заявку в Федеральную комиссию по связи на получение разрешения использовать интернет Starlink на своих суднах. Ряд американских авиакомпаний уже начали процесс сертификации своего парка самолетов. Hawaiian Airlines, Delta Airlines и JSX планируют установить терминалы Starlink на свои самолеты. Причем для пассажиров некоторых самолетов Hawaiian Airlines интернет будет бесплатным. Почему не для всех? Для работы со Starlink воздушные и морские судна нужно модернизировать, а на чем спутниковый интернет работать не сможет. А теперь давайте крикнем «Ура!», но пока только шепотом. Федеральная комиссия по связи наконец дала обратную связь по орбитальному полету Starship. Комиссия просит SpaceX внести 75 изменений в свой план запуска, чтобы не навредить окружающей среде. В целом, это скорее разрешение, чем запрет, но пока карандашом. Тем временем на Starbase команда готовится снова доставить прототип первой ступени B7 на испытательную площадку. Смятый после криогенных испытаний топливопровод починили. Теперь те же тесты проводят с кораблем Starship S-24. Стенки баков прототипа покрылись слоем иния, но прототип цел. Теперь корабль и первую ступень будут заправлять для огневых испытаний, а то что-то их давненько не было. SpaceX еще ни разу не запускала все установленные двигатели на Super Heavy одновременно. Посмотрим, как корабль это перенесет. И в конце про Илона Маска. Судя по всему, Twitter сдается под напором Илона Маска. В письме для отчета о ценных бумагах Маск указал, что Twitter активно сопротивляется и препятствует его информационным правам, отказываясь раскрыть конкретные данные о спаме и фальшивых аккаунтах. Адвокаты Илона заявили, что это явное нарушение обязательств со стороны Twitter по соглашению о слиянии, и Маск таки может расторгнуть соглашение о покупке соцсети. Совет директоров Twitter почесал головы и решил удовлетворить требования Илона о предоставлении внутренних данных. Twitter даст ему доступ к полному набору данных из более чем 500 миллионов твитов, публикуемых каждый день. Наверное, эмоции от такого результата похожи на те, что испытываешь после ремонта ямы во дворе после двухмесячной ругани с управляющей компанией. Типа «Хе-хей!». Это был юбилейный дайджест номер 250. Не забудьте поставить лайк этому видео. Праздник как-никак. До скорого.